происходит, что такое термальная? Она, да, разнообразна. She failed to understand what is thermal energy. Thermal energy in spiritual terminology I can explain you. Thermal energy is what? Термальная энергия, вот в духовном плане, да, это что? When kinetic energy, non-movement, Например, кинетическая энергия, она been неподвижна. made move, Ее заставили двигаться. that results as thermal. How? То результатом, конечным результатом вот этого This движения camera, when it становится is switched термальной. off, Вот, например, камера or this выключена. fan is switched off, Или выключен вентилятор. it remains as kinetic. Они остаются кинетическими, неподвижными. So when you switch on the А light, когда вы включаете immediately the розетку, camera works сразу начинает работать камера, and the fans also work. начинает работать So вентилятор. that movement То есть это движение, is what it makes move, been named as potential то energy. есть то, что заставило их двигаться и When you работать, try to это lift потенциальная yourself, энергия. Когда вы пытаетесь this is подняться, potential. это потенциальная энергия. As long you sit, kinetic. Пока вы сидите неподвижно, это Non-movement. кинетическая энергия. Вы не двигаетесь. So you try to get up yourself with some Пытаетесь встать support. с помощью That support поддержки, вы is встаете. potential То есть energy. вот ваша поддержка, чтобы встать, When это you start потенциальная walk, энергия. Когда вы начинаете That is ходить, kinetic, thermal energy. это термальная энергия. Вот ходьба это термальная энергия. Understood? Поняли? No, thermal means what? Что означает термальная? The result. Это результат. What is the В result? чем результат? What for you are getting up? Для чего вы встаете? Чтобы пойти. What for you are getting up? To perform some Для activity. того, чтобы совершать какую-то деятельность. That activity, what you are going to perform, is thermal in nature. И вот эта активность, то есть деятельность, которую вы собираетесь совершать, она термальна по природе. So it's a goal. The goal of the action. Goal of the action. Это как цель действия. Вот как цель, конечный Even you результат, это can термальная энергия. call it as action, Даже вы можете as a thermal energy. просто вы можете назвать даже само действие термальной энергии. Вот действие это термальная энергия. Goal you can call it as gravitational energy. А цель можно обозначить как гравитационная энергия. Gravitational means what? Which is pulling you, which is Гравитационная drawing you энергия to some object to perform. это то, что вас притягивает к объекту, чтобы And it совершать brings some действие. result. И дальше получается какой-то результат из этого. Okay, what the natural result comes, that is gravitational energy. И вот в конечном итоге, вкратце, что за результат мы получаем, это и есть гравитационная энергия. When I try to pick up the Я phone, когда пытаюсь поднять телефон, this pickup is the вот само поднятие это thermal energy. термальная энергия. Okay, when I start pressing the buttons, Когда начинаю нажимать кнопки, that becomes the gravitational то energy. это становится гравитационной энергией. Still you are not understood, but Вы еще не поняли, но when I speak about in spiritual terminology, you will understand very clearly. вот когда я сейчас все это расскажу в духовных That is why the scientists are very less. Scientists are very less in the world, Поэтому ученых не так много в мире, and philosophers are more. а философов очень много. Okay. Now let me come as a philosopher. Давайте теперь я сейчас как философ начну рассуждать. Now, how a philosopher study about the nature? Как философ изучает природу? Philosopher, he could able to understand from the deep sleep state like a scientist. Он тоже начинает понимать с уровня глубокого сна без сновидений, как ученый. Now I am in conscious state. Сейчас я в состоянии бодрствования. Then what was my origin? А в чем был мой источник? How I born? Как я родился? It is not mere union of my parents, Это не просто союз моих родителей, but how they born? а как они родились, How their parents born? как их So родители родились. this process keeps on going. Этот процесс продолжается и продолжается. Before all we animates are here, what was there before? До того, как все мы, живые существа, появились в этом мире, что было в самом начале? So this question has been raised by Ramana Maharshi, who am I? И этот вопрос задавал Рамана Махарши, who am I, кто я? Кто я есть? Now, when this study has come Поэтому, когда начали вот это in a deep изучать, sleep state, в глубоком сне без сновидений, I have no thought in my deep sleep. в глубоком сне без сновидений у меня нет мысли. Even I am not aware of my body Я movements. даже не анализирую и не понимаю движение своего тела. Even I can't sense my breath. Я не чувствую своего дыхания. So really I exist in that moment or not? This is the first question. И первый вопрос. Я в этот момент вообще существую или нет?
if I were dead, then how I brought to life? Если бы я был мертв, почему, как вот, что меня оживило? Second question. Второй вопрос. And third, А третье, if I'm in this life, если я в этой жизни, what is my goal to perform? то вот какова цель моей жизни, что я должен совершать, какие действия? So that is conscious state. Опять-таки, это состояние бодрствования. So in conscious he want to do something, То есть в состоянии бодрствования он что-то хочет делать. but in dream he tried to analyze how he was dead and how he brought into life. Но в состоянии сна он пытается анализировать, как он был мертв и стал живым. And in death state, no mind, no intellect, no sense organs. А в состоянии вот как смерти нет ни ума, ни интеллекта, ни органов чувств. Now, is it clear? Понятно ли? This one can understand. Это понятно всем? So, that dead state was the kinetic energy. Вот это, Comparison. вот это вот состояние как смерти, это была кинетическая энергия. And the dream state was the potential energy. Сон со сновидениями это потенциальная энергия. How I brought into this life? Как я пришел к жизни? If I am dead, Если я был мертв, now how I am conscious? теперь как я пришел в сознание? This is dream. Это сон. Now, after this dream state is over, Когда сон закончился, I состояние have to сна perform закончилось, certain actions. I cannot sit idle. мне нужно совершать какие-то действия, я не могу сидеть без дела. So when I start performing my actions, my daily routines, Когда я начинаю совершать какие-то действия, мы that becomes ежедневные thermal действия, energy. это становится термальной энергией. So that is the conscious state. И это и есть состояние бодрствования. Whatever comes on my way, just I accept, I do, and I go. Все, что встречается мне на пути, я это принимаю, я что-то делаю и ухожу. I never try to differentiate what is good and bad in that. Я никогда не пытаюсь различать, что хорошего, плохого в этом. Without discriminating the good and bad when I work, it is a thermal energy called ignorance. И когда мы не различаем между плохим и хорошим, а просто идем по жизни, это называется невежеством. So in conscious state, many of us are ignorant. И очень многие из нас в состоянии бодрствования сознания, мы невежественны. And we perform our actions ignorantly. И мы все наши действия совершаем в невежестве. It is like a trial and error effect. Это как вот методом проб и ошибок мы идем по жизни. Now all of you are in a conscious state. Сейчас вы все находитесь в состоянии бодрствования. When you try to listen to me directly, Когда вы пытаетесь меня напрямую услышать, it is like a thermal energy. Out of ignorance, you are trying to hear something. это термальная энергия, то есть из-за невежества вы пытаетесь Whether что-то услышать. you able to understand me or not, just you are listening. Вы не знаете, сможете вы меня понять или нет, но вы пытаетесь слушать, вы слушаете. So out of ignorance, what you hear, И вот по невежеству все, что вы слышите, that ignorance in science it is named as thermal energy, whereas in spirituality it has been named as tamoguna. в науке это называется, вот то, что вы меня пытаетесь слушать, это называется термальная энергия, а в философии это называется тамогуна. So without knowledge, just you are doing the actions. То есть не размышляя, не задумываясь, вот опять-таки в невежестве, вы совершаете какие-то действия, то есть бессознательно получается. But you cannot be in the ignorant state forever. Но вы же не можете в таком состоянии пребывать всегда. You must know your goal, what is your life. Вы должны понимать, в чем смысл жизни вашей. So again you have to come back to the potential energy. Опять вам нужно вернуться к потенциальной энергии. This potential energy makes you enlightened. И эта потенциальная энергия вас просвещает. It is like the intellect which discriminates. Это как интеллект, он различает. What? Что? What I heard in the conscious state. То, что я слышал в состоянии What I бодрствования, come across with the actions in the conscious state. все, с чем я столкнулся, все эти действия в состоянии бодрствования, What I performed the actions in the conscious все state. действия, которые я совершал в состоянии бодрствования, And what I underwent the consequences in the conscious state. и все последствия моих действий, что я пережил в состоянии бодрствования. All these Все это I try to analyze in the dream state. в состоянии глубокого сна. Only because of the consequences. Только благодаря последствиям. If I put my finger in this pan, Если я палец свой засуну вот в it этот will cut my вентилятор, finger. он просто срежет лезвием.
ignorantly I may Но я могу feed my finger into the fan. вот по глупости, по незнанию туда пальчик. When it ставить. cuts, И когда я порежу его, immediately my potential energy starts functioning. сразу же начинает работать моя потенциальная энергия. Why it cut? Почему меня Why the порезали? fan blade cut my finger? Почему лопасти вентилятора порезали мой палец? Then Это потенциальная you энергия. can understand, because of my ignorance I То есть poke my тут вы finger into the понимаете, fan blade. вот по невежеству, по незнанию я свой палец туда вставил. So I should not do so. И поэтому я не должен больше так делать. Next time, even Следующий when раз. I'm ignorant, И даже когда я не знаю, at the back of my mind, где-то my вдалеке, intellect вдалеке моего сознания, интеллекта, will instruct me ума, that I should not touch this fan. я буду иметь такую мысль: так, мне вентилятор трогать не надо. That injury, that consequence, То есть вот это последствие, what вот I эта experienced ранка, вот этот порез, ignorantly in the conscious state, который, то есть я ее испытал в состоянии бодрствования. that makes me realize Вот эта ранка позволяет my мне potential понять, energy, позволяет мне осознать мою to потенциальную discriminate энергию, для того, чтобы различать, that I should not И feed понимать, my finger to the что fan. я не должен вставлять палец в вентилятор. Understood? Здесь понятно? So, what you perform the action is ignorance. Поэтому все действия, что мы совершаем, это невежество. What you gain the experience А тот is the potential тот energy. опыт, который мы получаем после этого, это есть потенциальная энергия. And what the injury has taken place in your finger, А вот повреждение на пальце, да, вот it которое is the после этого, gravitational energy. это гравитационная энергия. That is the ultimate nutshell. Это уже конечный результат. Because once it cut, it is cut. Потому что если порез есть, то все, он уже есть. You cannot fix back your finger. То есть, если порез срезан, вы назад его не вставите. Right? Так? So it is because of the thermal energy you lost your То finger. есть из-за термальной энергии вы потеряли свой Because палец. of your ignorance, Из-за своего you are losing невежества. your life. То есть из-за своего невежества вы теряете свою жизнь. Never be ignorant. Никогда не будьте невеждами. For passion, we consume alcohol. Из большой страсти мы начинаем пить алкоголь. We consider it is a status for us. Нам кажется, ой, это как элитно, здорово. Once it starts malfunctioning the body, И как только это начинает плохо влиять на наше тело, when we experience some pains inside us, inside us. И когда у нас какие-то возникают уже органы, боль в теле, we fail to withdraw ourselves from that consequences. мы уже не можем себя вытащить из этих последствий. On one part, we want to consume the С alcohol, одной стороны, нам хочется потреблять and on the алкоголь, other hand, we don't want to experience the pain of. а с другой стороны, нам не хочется, чтобы нам было больно от этого. It is impossible to travel in two paths. Невозможно идти по двум тропинкам сразу. Once if you have realized this is harmful to my life, Когда вы поняли, что это вредно для моей жизни, you should quit. вы должны оставить это. Why you develop the taste to your tongue. Зачем вы развиваете вкус языка к этому? So this tongue and mind То есть ум и ваш язык, are similar. они очень похожи. As you taste with the tongue, Когда вы пробуете на языке что-то, mind also tastes so many things in this nature. точно так же ум пробует этот мир. It gets attracted towards the object. Ум привлекается объектами этого мира. It tries to possess it. Ум пытается завладеть объектами этого Nothing can мира. be possessed. Но вы ничем завладеть не можете. It can be enjoyed. Вы можете только этим насладиться. You have to enjoy and you have to seize it. Вы можете этим насладиться и оставить. When you try to develop to possess it, А когда вы стараетесь завладеть чем-то, that portion will be harmful to your body. то это будет очень вредно для вашего тела. So, when you understand the consequences, this gravitational energy Когда вы понимаете последствия, то есть эту гравитационную can энергию, harm что она может вам or it навредить, can be benefited. или она вам может какую-то выгоду дать, или вас... So, when it is benefiting, Когда это you приносит accept пользу, it. вы принимаете, but you should not be subjected to that. но вы не должны быть к этому пристращаться, не надо. One more example. Еще один пример. In summer, it is good to sit next to the fan. Летом очень приятно сидеть возле вентилятора. We get very good У нас такой приятный breeze out of this. от него. But we should not be after this. Но мы не должны очень сильно любить If the это. climatic condition changes, Потому что если климат изменится, this breeze will turn into cool.
бриз станет холодным, again it will be harmful for this и body. будет холодно телу. So, this thermal energy То есть это термальная or энергия gravitational или energy, what гравитационная it энергия. manifests out of thermal energy, Ну, та, что произошла that из is термальной. То breeze. есть, Breeze да, is то the есть бриз gravitational energy. это есть гравитационная энергия. So, which touches your body and soothing you она now. касается вашего тела, и вам так приятно This сейчас. should not continue and you should not expect in the winter, То же самое вы не Session. можете такие же ощущения ожидать зимой. which may become harmful to your body. Это может быть вредно для So, вашего the тела. same gravitational force can reflect on you harmfully or it can be. То есть одна и та же гравитационная сила может на вас действовать благоприятно и неблагоприятно. So, you should not develop any attraction towards this. Поэтому не нужно привлекаться такими You объектами. should not try to possess this. Вы не должны стараться завладеть этим. Enjoy it and live it. Насладились, оставьте. This is what the science as well as the spirituality could able to analyze. Это то, что смогли проанализировать и духовность, и наука. So how they mentioned in spirituality, Вот в духовности, как они говорят? the non-movement kinetic energy Неподвижная кинетическая энергия. as in Sanskrit they name На Sthita санскрите, Prajna. на санскрите ее называют стита прагня. Sthita, Стита it exists. означает она существует. It exists. Она How? существует как? Prajna, only when the Prajna. intellect functions. Прагня. Prajna Интеллект. means intellect. Прагня означает интеллект. Только тогда, когда функционирует интеллект. Только когда он работает. So when intellect functions, only then a man finds himself he is alive. Только когда действует интеллект, когда он работает, только тогда человек осознает, что он жив. And that when he finds that intellect, that is the dream state. The person finds the intellect. When he finds that intellect is functioning, that is the dream state. Ага. А когда человек понимает, что функционирует интеллект, это есть состояние сна, сновидения. In that dream state, he tries to dream many things. Во сне человек пытается о многом мечтать, вот он видит разные сны. What for I am born? Для чего я родился? What is that supporting me? Что меня поддерживает? Why I get attracted? Что меня привлекает? Почему я привлекаюсь? Why I undergo pain in my life? Почему я прохожу через боль боль в своей жизни? Why I enjoy the pleasures? Почему я наслаждаюсь какими-то удовольствиями? Ultimately, what I will gain out В of конце this? концов, я вообще что от этого получу? Even if I gain, will it be with me or not? Даже если я это получу, это останется со мной или я это потеряю? Even if it is with me, what I am going to benefit? Если это со мной останется, что какая мне от этого польза? And finally, if I benefit something, am I going to lose it? А в конце, если я даже это получу, какую-то пользу, я потеряю это? If I lose, what will be my position А если это потеряю, то в каком состоянии and я окажусь? condition of my mind? Да, и в каком состоянии тогда будет мой ум находиться, если я потеряю это? And finally, where it will lead? И под конец к чему это все приведет? So, this much of questions, it Так keeps много on coming into вопросов. the mind. Все приходят они в наш ум. When it start processing through mind, it is only because of that potential energy, intellect, it is throwing the light on all these subjects. Только благодаря потенциальной энергии интеллект проливает свет на все эти вопросы, на эти субъекты. And all whatever you have manifested these questions into your mind, И все вот эти вопросы, которые у вас they are проявились your мне, ignorance called thermal energy. they are- Your ignorance called thermal energy. это и есть ваше невежество, которое и называется термальной энергией. Okay? When you are completely associated with that subject called thermal energy, Когда вы полностью себя ассоциируете, связываете с этим субъектом, который называется and термальной the энергией, consequence of that thermal energy or that mind process, thought process, и последствия этой термальной энергии, это процессы ума, drags you они вас притягивают forcefully насильно. to get into that subject. Они вас заставляют вот в этот субъект подружаться. When I feel Когда я чувствую, I am going to undergo some pain, когда я чувствую, я буду вот скоро через боль it проходить. is mere Мне будет imagination. больно. Мне будет больно. Это просто воображение. But how and where from these pains can come up?
Но откуда появится эта боль? And in what way these pains can affect me? И в каком ракурсе эта боль на меня повлияет? If I start analyzing Если я and начну merge это myself into анализировать, that pain, и если я state of начну pain, погружаться в это состояние боли, then it will become dangerous for me. то это станет для меня очень It will become болезненно. a nightmare for Для меня me. это станет кошмаром. Even if it may be a 1 minute. Даже если это будет длиться одну That минуту. mind process takes you into a deep pain. Да, вот этот процесс ума, рассуждений, он вас погружает в очень глубокую, сильную And боль. what you experience that pain for that moment И вот эту боль, что вы пережили в этот момент, is the gravitational force which makes you experience. это и есть гравитационная сила, которая вас That is заставляет переживать все gravitational это. energy being analyzed by the scientists. Да, ты супер. Gravitational Это ваша energy гравитационная энергия, которую анализировали being analyzed by ученые. physicists. And in spirituality, А в духовности it is called tamoguna. это называется тамогуна. It is because of my ignorance I keep on thinking Я из-за невежества продолжаю об этом все время negatively. думать, негативно думать. Because of my negativeness, Из-за моего негатива, which is the quality of thermal energy, а это качество термальной энергии, I experience я продолжаю испытывать a bad moment очень called такие nightmare, тяжелые моменты, кошмары. which is the gravitational energy. Это и есть гравитационная энергия. Clear? Ясно? So, when you withdraw your potential energy Поэтому, когда вы отстраняете свою потенциальную энергию from that of kinetic energy, от кинетической энергии, then you can be free from the thermal energy or the gravitational. тогда вы свободны от термальной энергии и It means гравитационной. what? Это что означает? When you withdraw your intellect from discriminating Когда вы отключаете свой ум, from отключаете, what you perceive through mind and sense organs, когда вы отключаете свой интеллект, вы не позволяете ему больше различать и получать ту информацию из ума, а ум получает энергию через, информацию через органы чувств, then you can live happily. только тогда вы можете жить счастливо. Once if you start discriminating, Как только вы начинаете различать, then you have to see the pros and cons of that effect. тогда вы начинаете рассматривать все за и против этого эффекта, And nobody can relieve you этих from that. последствий, и тогда вас никто не сможет освободить. So never be intelligent, И тогда вам никто не сможет помочь, поэтому никогда не будьте сильно умными and never be ignorant. и никогда не будьте невеждами. You be balanced. Будьте в серединке, золотой. When intelligence functions, Когда интеллект работает, okay, this is хорошо. the cause is because of this. You analyze and live it. Ага, вы поняли, так, это потому что из-за этого произошло. When you are ignorant, А когда вы невежественны, what comes on your way, you accept it. вы просто принимаете все, что встречается на вашем пути. After acceptance, А после того, как вы это приняли, you understand that this pain is because of my action. вы понимаете, вот эта боль из-за моих действий. This pleasure is because of my action. Вот это удовольствие тоже из-за моих действий. This much you understand and leave it. Вы это поняли? Все, оставьте. If you try to understand more and more in Если вы depth, будете стараться понять все более, уходить вглубь, in what way I can escape from the pain, вы будете стараться думать, как же я смогу but still уйти. I have to enjoy. Вы будете размышлять, как же мне уйти от боли, так, чтобы мне наслаждаться дальше. That will lead you to disaster state. Все, тогда это полное несчастье и катастрофа для вас. If you keep on consuming alcohol, Если you want to enjoy alcohol, Вы, например, хотите наслаждаться алкоголем, and пьете, you are developing пьете, the пьете, pain in your body, а у вас в теле боль, and you want to avoid the pain, but you want to enjoy the alcohol, it is Вы impossible. хотите продолжать наслаждаться алкоголем, но в то же время не хотите боль. Это невозможно. Right? Правильно? So that discrimination should not be there. Поэтому здесь вот так вот различать не нужно. You enjoyed the alcohol, Насладились you suffered алкоголем, the pain. пострадали от боли после этого. Now you remove the alcohol from your life, Теперь алкоголь должен уйти из вашей жизни. which will remove your pain. И с этим уйдет ваша боль. And what you enjoyed with your tongue, И то, что, you spit it out. и вот вы насладились языком вкусом, выплюньте это. So the tongue should not taste. Поэтому язык не должен пробовать. Okay? The taste is like intellect. Вкус это как интеллект, Because it starts discriminating. потому что он начинает различать. What you consumed is sweet, sour, spice or Да, он whatever. начинает различать. То, что вы попробовали, это сладкое, кислое, острое и так далее. Okay? Like that, Подобным образом, what you enjoy is like mind. то, чем вы насладились, это как ум.
the taste effect is the mind. Вот эффект от этого вкуса – это ум. Since it is sweet, you are trying to consume more. Так как это сладкое, вы хотите все больше и больше это вкуса. Some people like sour, so Некоторые they люди try любят to have more кислое, sour. они больше кислого хотят. So that enjoyment, И вот это mind. наслаждение есть ум. okay, and tasting sense is the intellect, discrimination. А чувство вкуса – это интеллект, это развлечение. So both are interdependent. The Они- mind and intellect То are есть ум и interdependent. интеллект, они очень, так, They are взаимозависимы. interwoven with each other. Они переплетены между собой очень сильно. So both of them you have to separate. И вам нужно их разъединить. What you enjoyed enough. Leave it. Насладились чем-то, все, хватит. Don't discriminate on that. Все, больше об этом не думайте, не различайте. What you should not enjoy, discriminate and leave it. Вы понимаете, вот этим я не должен наслаждаться. Все, вы тоже это откладываете в сторону и забывайте. Then you can be free from both ends. И тогда вы по всем фронтам свободны, и тут, и здесь. If you again look into your mind, it will try to enjoy. А если вы будете опять идти на поводу ума, вы опять будете хотеть наслаждаться. When you try to discriminate, you will develop fear that I am going to face the consequence of pain. А если вы будете начинать различать, то вы будете думать, ой, и создавать страх в своем уме. Ой, мне будет опять больно, больно, больно. Why to discriminate to experience the pain? Зачем вам различать, чтобы потом испытывать боль? And why to taste to enjoy the mind? И зачем опять пробовать, чтобы наслаждаться через ум? Cease both. Оставьте и то, и другое. Then you will become kinetic. Тогда вы станете кинетической энергией. The non-movement is always good. Вот неподвижность – это всегда хорошо. When it starts moving, it is a pain. Как только начинается движение, начинается боль. Now for this, I will put one more example in front of you. Сейчас я вам еще один пример для всех дам. How to become a kinetic, a potential, a thermal and a gravitational energy, I will explain you with a small quote. Вот с помощью одной маленькой цитаты я вам расскажу, как how to become kinetic, как стать кинетической энергией, как стать потенциальной, как стать термальной энергией, как стать гравитационной энергией. Все это в одной маленькой цитате. You be like a baby. Будьте как дети. Now the child what it do? Вот что делает ребенок? Ignorantly it will start play. Так вот по невежеству невидно начинает играть. It will enjoy all pleasures. Дитё наслаждается всеми It удовольствиями. will experience all pains. Оно в то же время и переживает всю боль, с чем But оно it will встречается. never register that in its mind or in intellect. Но в уме у ребенка ничего не задерживается, так же, как в интеллекте. When you start registering Как только вы into your mind or начинаете intellect, что-то записывать, запоминать в свой интеллект и ум, then thought process starts and discrimination когда process also начинается starts. процесс мысли и процесс развлечения. Whereas a baby never does that. А ребенок никогда этого не делает. What it will do? Что он делает? It will enjoy that moment and it will forget. Он Next насладится этим моментом и тут же забудет. So, mind is working to that extent to enjoy. То есть ум работает только вот насладиться и забыть. Intellect is there to experience the pain in that moment. А интеллект только для того, чтобы испытать боль в какой-то момент и тоже So it забыть. is enjoying a momentary pleasure and pain. То есть ребенок наслаждается вот такой вот моментальной, краткосрочной And болью и next удовольствием. А в следующий It is момент, freed itself from all these а в responsibilities. следующий момент он уже все, свободен от ответственности. So baby's life is very good. Поэтому жизнь ребенка очень прекрасна. So it is in the kinetic state, it was in the potential state, then it become the thermal state, and finally it comes back to the kinetic. То есть ребенок прошел через все эти стадии: кинетическая энергия, потенциальная, термальная, гравитационная. So one can be like that. Мы можем быть такими. So never discriminate. Поэтому никогда не различайте. You have no right to discriminate something. У вас вообще нет права на то, чтобы The различать. discrimination is limited. Различение, оно очень ограничено. And like that, tasting is also limited. Точно That так is же- mind process, processing of thought. Точно так же, как пробование на вкус или вот вкусовые ощущения также ограничены. Это все You should not provoke your thought much, работа ума. Вы не должны чересчур много думать, and you should провоцировать свой not ум. stop thinking also. И в то же время вы не должны совсем переставать думать. All should be together, Все должно быть сбалансировано, but with some limitation. но с ограничениями, в рамках. When you ride a car, Когда вы ведете машину, you should be in a limited speed.
Вы должны с умеренной скоростью двигаться. If you overspeed your car, Если вы чересчур you will сильно meet an accident. гоните, то вы можете So that is why there is a попасть в regulation аварию. Поэтому есть правила. prescribed by the government. Правила дорожного движения, Green которые light, правительство создало. Orange light and red light. Есть красный, желтый, зеленый цвет. Why these signals are being lighted? Для чего вот эти сигналы были So придуманы? that you may have control over your speed. Для того, чтобы вы могли контролировать скорость передвижения. Similarly, Подобным образом, in your life also you should have control over your intellect as well as that of вы mind. тоже должны уметь контролировать свой ум и интеллект. Sense is not responsible for any of your actions. Sense organs. Чувство вообще чувство не в ответе за все ваши действия. But entirely depends on the mind and that of intellect for the consequences of your actions. Entirely depends on the mind Но все это полностью зависит от ума and intellect и интеллекта. for the consequences what you experience. То есть все последствия, что мы переживаем, это все из-за нашего ума и интеллекта, не из-за чувств. Correct? Because of sense. Can you agree this? Вы согласны с этим? Just don't nod your head. No, If you fail to understand, you can ask me again. Fail to understand? Okay. Now, if I offer you Например, fruits. если я вам дам фрукты, different fruits are here. здесь есть разные фрукты, Okay? When you taste когда this вы one, пробуете, например, what вот you это, call in Russian, как вы называете это? Слива. it will be little sour. Это будет немножко кислое. This too will be little sour and sweet. Это тоже будет сладко-кислое. This may be little bit sweet Это будет слаще. and not sour, not bitter like that. Да, но они не будут такими горькими. So горькими. these different Здесь kinds вот так. of tastes, Будут разные вкусы. just you experience and leave it, Вы все это переживаете на опыте и оставляете это. just to feed your stomach, Просто наполнили желудок to quench your thirst and hunger, для того, чтобы утолить свою жажду и then свой it is голод. not a problem. Тогда это не проблема. Просто поели, чтобы желудок Limited food наполнился. always keeps you healthy. Если вы потребляете ограниченное такое, лимитированное количество пищи, то When you это не start проблема. having more and more food for your taste, А если вы едите все больше и больше, чтобы наслаждаться that spoils вкусом, your health. тогда это портит ваше здоровье, вредит ему. So that thought provoking to have more, that is mind. И вот то, что вас подвигает к тому, чтобы съесть больше и больше, это вас провоцирует ум. And experience the taste of the food is the intellect, discrimination. А вот опыт получения вкуса, это есть развлечение, это интеллект. Will be harmful for your body. И это будет вредно для вашего тела, для его состояния. So you have to quench your thirst and hunger Да, вам нужно утолить жажду и голод, with a limitation of food. но потреблять умеренное количество пищи при этом. So if I can satisfy myself with 2 fruits, Если я могу себя удовлетворить, например, двумя I should not фруктами, taste the third. третий мне брать уже не нужно. For this stomach, 2 fruits are enough, means enough. Все, для этого желудка 2 фрукта I достаточно. should content myself. Я должен быть удовлетворен этим. If I feel that I cannot get it next time, let me have one more. А если я буду думать, в следующий раз этого не получу, лучше я Then сейчас I have to еще съем, experience the pain. тогда я получаю боль. Whether I get tomorrow or not should not be my botheration. Я не должен думать, получу ли это завтра это яблоко. What I have now, that is enough. Вот что у меня сейчас есть, все, достаточно. This moment I am full, happy. И в этот момент я сыт, все, счастлив. Next moment, who knows? А кто знает, что будет в следующий момент? If I die at this moment, Если я в этот момент умру, can I enjoy that next time? что я в следующий раз этим буду наслаждаться? Нет. So like that, Поэтому enjoy the present. надо наслаждаться Forget the настоящим. past. Забудьте прошлое. Never bother about the future. Никогда не волнуйтесь о будущем. Then you can lead a happy life, Тогда healthy life. вы можете жить счастливо и в здоровом теле, в здоровой жизни. Then you can raise a question why God has given this mind to provoke a thought and to intellect to discriminate. Тогда вы можете спросить, для чего Бог создал ум, для того, который провоцирует нас думать, и интеллект, который нас провоцирует различать. Good? Да? Now, for anything, there should be a limitation. Смотрите, на все должна быть мера.
Now, generally, when we come across these world's rules and regulations, Обычно, когда мы сталкиваемся с правилами и какими-то предписаниями в этом мире, we try to regulate ourselves according to the rules. мы пытаемся соблюдать эти правила. We never override the rules. Мы не нарушаем правила, This is for превышаем. our safety and security. Это, конечно же, для нашей безопасности. This much of understanding all we Все have, знают, да, вот на дорогах, да, мы же жить хотим. right? Similarly, the Подобным God образом, has prescribed the rules before He manifested us. точно так же, до того, как Господь создал нас, Он создал правила, Because He is intelligent. потому что Господь умен, We are mere intellect. а мы просто, у нас интеллект только. We see in Мы смотрим внутрь, what is there. что там. We speak, that is tell what we saw. Нет, так, значит, мы говорим, это частица in. Мы говорим, sorry, could you repeat? Because you said in, I translated, like, and it was a piece of a word. This is the play of word in English. То есть мы смотрим, это частица, то есть слово сейчас интеллект рассматриваем. How Это the смотреть. intellect term has come. In, see within. In это смотреть внутрь. Tell what you saw Tell, within. Intellect, да? Tell это то, что сказать, что вы видели внутри. And act И act, то есть what you действие. saw within. Действие в соответствии с тем, что вы увидели внутри. You should not override Вы не должны, these rules. как сказать, нарушать эти правила. So this is intellect. И это есть интеллект. We are not intelligent. Мы не умны. We cannot create anything, Мы ничего создавать не можем. but we can destruct everything. Но разрушать мы можем все. We cannot preserve anything, Мы ничего сохранить не можем. but we can spoil everything. Но все можем испортить. Whereas that supreme, А the Всевышний, nature, природа, it creates, она it создает, preserves, она and it сохраняет, destructs. и она разрушает. But our destruction Но and наши the nature's разрушения destructions are different. и разрушение природы, они различаются. So we follow intellect, Мы следуем интеллекту, but we are not intelligent. но мы не умны. Out of our experience, we perform action. Вот согласно нашему опыту мы предпринимаем какие-то действия, совершаем действия. Before performing the actions, He frames the rules and guidelines. До того, как совершить действие, Господь нам предписал какие-то правила и предписания. Because He is intelligent. Потому что Он очень умен, Он все это нам уже расписал. Now, what I want to quote, any of you can understand? Теперь вы поняли, что я хотела сказать?